Дебют Хамзата Чимаева в UFC состоялся на одном из первых турниров, которые лига проводила на Бойцовском острове в разгар пандемии. Борс получил контракт, согласившись выступить на коротком уведомлении в среднем весе. На тот момент массовый зритель понятия не имел, кто такой Хамзат Чимаев. В сопернике Борзу достался Джон Филлипс. Представитель Уэльса шел с рекордом 1-3 в UFC, был на 9 лет старше Хамзата. Как только судья сигнализировал о начале боя, мы увидели фирменный стиль Чимаева. Он полетел в ноги и провел тейкдаун уже на 4-й секунде боя. Не отпустил соперника до самого гонга на перерыв. Все это время Хамзат удерживал контроль сверху и планомерно разбивал Филлипса в граунд-энд-паунде, нанеся больше 100 ударов. На опубликованных после боя карточках судей один из 3 судей оценил эту пятиминутку как 10-7 в пользу Чимаева, что в ММА практически не увидеть. Второй раунд начался точно так же, но до следующего перерыва Филлипс уже не дожил. Хамзат поймал его на удушающий прием Дарса и принудил к сдаче. Борс покинул октагон с бонусом в $50 000, а данные статистики показали катастрофический перевес по ударам 124-2 в пользу Чимаева при условии, что поединок продлился всего 6 минут и 12 секунд. В своем постфайт интервью Хамзат сказал, что готов подраться еще раз хоть на следующей неделе, и эти слова оказались пророческими. Матчмейкеры предложили ему выйти в клетку еще раз уже через 10 дней. На этот раз бой проходил в полусреднем весе, а соперником стал дебютант из Ирландии Рис Макки. Чимаев дотронулся до ног оппонента уже на 2-й секунде боя. На 5-й поднял того над землей и пронес в другую часть октагона поближе к своим угловым и аккуратно уложил на канвас. Хамзат демонстрировал все самые актуальные наработки кавказской борцовской школы, так называемые дагестанские наручники, отключение ног и правило контроль прежде всего. 3 минуты и 9 секунд понадобилось Борзу, чтобы сломать ирландское сопротивление и оформить вторую досрочную победу за 10 дней. За всю историю существования лиги никто не выигрывал 2 боя с таким маленьким промежутком. Статистика вновь была устрашающей. Макки не нанес ни одного значимого удара. На счету Хамзата их было 98. 2 разгромные победы сделали из Хамзата чуть ли не звезду всего за 10 дней. В интернете стало появляться много шуток на тот счет, что Хамзат готов побиться в понедельник, вторник, отдохнуть в среду и снова устроить бой в четверг. Где смотреть прямую трансляцию UFC, включая бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикланда? Все это есть в нашем телеграм-канале Калугин ММА, начиная от анонса боев и битва взглядов до самого. Ссылка на наш телеграм-канал в описании, либо по QR-коду на экране. Следующий бой Чимаева состоялся через 7 недель. Это тоже малый срок между боями, но фанаты продолжали шутить и называли это гигантским простоем для Чимаева. Хамзата решили проверить опытным и матерым джиттером Джеральдом Миршартом, но до партера дело не дошло. Чимаев срубил Миршарта первым же акцентированным ударом, нокаут был зафиксирован на отметке 19 секунд. Миршарт к тому моменту провел больше 40 боев за карьеру, но никто и никогда не разбирался с ним так быстро. За 66 дней Чимаев провел 3 боя, оформил 3 финиша, собрал 3 бонуса и имел сумасшедшую разницу по ударам 196 против 2. Он показал, что умеет сминать людей в партере и вырубать в стойке. Так что лига всерьез взялась за его раскрутку. Борза хотели свести с Дэмианом Майи, затем трижды пытались организовать ему бой с Леоном Эдвардсом, но в дело вмешался коронавирус, из-за которого Хамзат едва не завершил карьеру. Следующего выхода в октагон фанаты дождались лишь спустя год, в октябре 2021. Его свели с китайским нокаутером Ли Джинглиангом. Соскучившись по боям, Борза не изменил свой стиль, снова проходит в ноги в первые 5 секунд поединка. Чимаев отрывает китайца от земли и пошел с ним к той части сетки, за которой сидел Дэйна Уайт.
Хамзат общался с боссом, пока в фоновом режиме переводил Джинглианга и выходил тому за спину. 58 безответных ударов нанес Чимаев, прежде чем захлопнуть удушающий на шее Ли. Опытный китаец сдержался до последнего, но в итоге решил не стучать и потерял сознание. Это выступление стало синонимом слова «доминация». 11-й номер рейтинга выглядел абсолютно беспомощно. Чимаев получил 4-й бонус подряд и завоевал место в топ-15 полусреднего дивизиона и, пожалуй, окончательно закрепил за собой статус звезды UFC. Учитывая разросшийся до нереальных размеров хайп вокруг Борза, лига решила дать ему претендентский бой со 2-м номером рейтинга Гилбертом Бёрнсом, который за год до этого бился за чемпионский пояс. Поединок с бразильцем до сих пор считается самым сложным в карьере Чимаева. Здесь он впервые не смог финишировать соперника, впервые в карьере проиграл раунд и получил сечку на лице. С первых минут бой для Чимаева пошел не по плану. Бёрнс оказался первым, кто смог защититься от борьбы Борза. Хамзату пришлось работать в стойке, и учитывая взрывоопасные стили обоих, они тут же принялись рубиться до победного. За первые 4 боя в промоушене Чимаев пропустил всего 2 значимых удара, за первый раунд с Бёрнсом 18. Пятиминутка была напряженной и близкой, пока в концовке Хамзат не отправил Гилберта в нокдаун. Он накинулся на него с добивающими хаммерфистами, но не успел добыть финиш из-за гонга на перерыв. Во втором раунде рубка лишь набрала обороты. Бёрнс действовал бесстрашно, сам бросался в ноги Хамзату. Несколько раз тяжело попал и даже сбил с ног Борза. Уже к середине второго раунда было заметно, что Хамзат замедлился. Он явно не ожидал такого отпора со стороны Бёрнса. Но несмотря на усталость, Чимаев продолжал наносить тяжелые и точные удары. Раунд все еще был близким, но за 5 секунд до гонга Гилберт оформил отличную атаку, чем окончательно склонил чашу весов в свою сторону. Но в финальном отрезке Борз нарастил давление. Бойцы обменивались ударами до самых последних секунд, оба имели неплохие шансы оформить финиш, но в итоге добрались до финального гонга. Чимаев впервые в карьере доверил результат боя в руки судьям, но те не подвели. Хамзат был объявлен победителем. Это побоище наградили премией за бой вечера, а позже номинировали на бой года. Борз остался непобежденным и залетел в топ-3 полусреднего веса. Получить титульник в тот момент Чимаев не мог. Противостояние Леона Эдвардса и Камара Усмана затянулось, поэтому, чтобы не сидеть без дела слишком долго, Хамзат согласился подраться в денежном и хайповом поединке против Нейта Диаза. Но битве двух ярких звезд разных поколений не суждено было состояться. За пару дней до турнира, прямо перед дежурной пресс-конференцией, за кулисами произошла массовая драка с участием Кевина Холланда, Хамзата Чимаева и команды Нейта Диаза. Обстановка накалилась настолько, что Дейна Уайт был вынужден впервые в истории компании отменить пресс-конференцию. На следующий день Чимаев еще и провалил взвешивание. Диаз из-за этого отказался выходить на бой, так что матчмейкерам пришлось в спешном порядке пересобирать весь главный карт. Хамзат по итогу получил бой с Кевином Холландом, из-за перепалки с которым и разгорелась та самая массовая драка. На этот раз Чимаев прошел в ноги прямо на первой секунде боя. Холланд извивался как мог в попытках спастись, но Хамзат вцепился в него мертвой хваткой. На отметке в 1,5 минуты Борнс набросил дарс на шею соперника, а еще через минуту Кевин был вынужден капитулировать. Проваленное взвешивание вынудило Хамзата окончательно подняться в средний вес. В октябре 2023-го у него должен был состояться принципиальный бой с Пауло Костой, но бразилец снялся, когда до турнира оставалось всего 9 дней. На замену Барачини неожиданно выскочил Камару Усман. Бывший доминирующий чемпион полусреднего веса и бывший первый номер рейтинга Pound for Pound шел на серии из 2 поражений от Леона Эдвардса, но все равно согласился полететь на другой край света из США в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы сразиться с одним из самых опасных проспектов лиги в расцвете сил. Казалось, что с таким мощным борцом, как Усман, стиль Хамзата Чимаева может не сработать, но Чимаев показал, что не уступает нигерийцу в уровне и навыках.
Спустя 10 секунд после начала борьб по классике прошел в ноги. Камару пытался защищаться, не давал долго контролировать себя в одном положении, постоянно двигался, но все равно провел под Хамзатом весь первый раунд, защищаясь то от попыток удушения, то от назойливых ударов. Несколько раз бывший чемп был на волоске от досрочного поражения, так что все трое судей поставили за этот раунд отметку 10-8. В пылу ожесточенной борьбы Чимаев повредил руку, так что на второй раунд он вышел уже не таким активным. Усман тут же почувствовал возможность перехватить инициативу и стал набрасывать в стойке. Хамзат попробовал ответить тейкдауном в концовке, но это и близко уже не было похоже на ту доминацию, что была в первом раунде. В заключительном отрезке Камару еще сильнее расправил крылья. Он перебивал Хамзата, но Чимаев все же собрал силы для финального рывка. Он повалил Усмана и закрепился сверху. Вишенкой на торте поединка стал финальный размен в центре клетки. Судьи оценили второй и третий раунды совершенно по-разному. Один из них отдал оба отрезка Усману, двое из них поставили 1-1, но по-разному. Учитывая, что первый раунд все посчитали как 10-8 в пользу Хамзата, он выиграл решением большинства. Выступление Чимаева вызвало шквал критики. Все были удивлены тем, какие проблемы возникли у Хамзата против бывшего чемпиона на серии с поражений, вышедшего на коротком уведомлении и не в своей весовой. Но на самом деле для меня лично две такие трудовые победы, что над Бернсом, что над Усманом, показали характер и то, что Хамзат способен переживать сложные отрезки в бою. А это едва ли не главное, если ты собираешься быть одним из лучших. Тем не менее, Чимаев все еще оставался непобежденным и хотел претендовать на пояс, но для этого ему нужна была победа хотя бы над одним настоящим средневесом. Таковым стал Роберт Уитакер, еще один бывший чемпион на пути Хамзата, который много лет считался железным вторым номером в этом весе. Чтобы соперник не отразил тейкдаун, Чимаев прошел в ноги так низко, насколько это вообще возможно. Уитакер явно не ожидал встретить такое давление. Хамзат справился с ним за 3,5 минуты. Австралиец был смят у сетки и в конце концов попался на ущемление челюсти. Прием оказался настолько жестким, что у Роберта сломалась челюсть, а несколько передних зубов были просто выдавлены со своего места. Выглядело это очень жутко. После такой быстрой, легкой и уверенной победы Хамзат потребовал титульный шанс и получил его в августе 2025-го. Чемпион Дрикус Ду Плесси успешно закрыл титульную дилогию с Шоном Стрикландом и финишировал бывшего короля весовой Исраэля Адесанью. Все фанаты ждали бой Чимаева и Дрикуса как столкновение двух лучших бойцов дивизиона. Они хотели увидеть войну, шикарную безумную битву, но получили совсем другое. Традицию с тейкдаунами на первых секундах боя Чимаев не бросил даже с ростом оппозиции, дойдя до чемпионского уровня. В ноги Дрикуса он прошел на 6-й секунде, но в отличие от предыдущих своих боев, в этот раз Хамзат как будто бы дрался без инстинкта убийцы. Может быть, он переживал о том, что хватит ли кардио на 5 раундов против такого физически сильного соперника, как Дрикус. Поэтому Борс выбрал драться в энергосберегающем режиме. Суммарно он набрал почти 22 минуты контроля из 25 возможных. Чимаев не лежал без дела, он постоянно наносил удары, выбросил рекордные для себя 529 панчей. Но все они были как будто на 30% от его реальных сил. Акцентированными, то есть значимыми, попаданиями с реальным ущербом из 500 были признаны всего 37. Самым ударным у Чимаева получился третий раунд. В нем он вышел на распятие, прием, который крайне редко можно увидеть в мужских боях, особенно когда речь идет о чемпионских боях. Обычно это показатель огромной разницы в уровне навыках между бойцами. А Хамзат сделал такой с чемпионом, который до этого шел 9-0 в UFC. Неудивительно, что все трое судей поставили за этот раунд отметку 10-8. Какая-то мини-интрига была только лишь на последней минуте боя. Судья поднял бойцов в стойку за пассивность в партере, Ду Плесси хорошо попал на руках, затем отразил проход Хамзата, сам оказался сверху и даже накинул удушающий, но сил, чтобы довести прием, уже не было. Выступление Хамзата хоть и не было зрелищным, но было максимально доминирующим. Уровень в навыках борьбы оказался с большим отрывом в пользу Чимаева, который к этой встрече все же подходил в статусе претендента, и сотворить такое с чемпионом
многого стоит. Так Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. Для достижения этой цели ему понадобилось 5 лет и 9 боев в 2 разных весовых. До первой защиты с Шоном Стрикландом остаются считанные дни. Прямую трансляцию этого боя, да и вообще всю актуальную информацию по боям UFC можно и нужно отслеживать в телеграм-канале Калугин ММА. Лучшее место для фанатов UFC. Все главное в одном месте. Ссылочка в описании. Увидимся именно там. Пока-пока.